Главные новости сегодняшнего дня. Накануне вечером трагедия с летальным исходом произошла под Санкт-Петербургом в загородной даче народного артиста России и члена комитета Михаила Боярского. Михаил Сергеевич Боярский, которому недавно исполнилось 74 года, в компании друзей и известных артистов отмечал крупный праздник – 50 лет с начала своей кинокарьеры. По этому поводу на дачу к Михаилу Боярскому были приглашены известные артисты шоу-бизнеса Эдита Пьеха, Николай Басков, Илона Броневицкая, Сергей Шнуров, а также супруга Михаила Боярского, артистка Лариса Лупиан, Елизавета Боярская вместе с семьей. Михаил Сергеевич Боярский совсем недавно построил новую дачу и поэтому с гордостью показывал своим друзьям и коллегам по цеху свои владения, приусадебные участки и баню, которая находилась около дачи. После небольшого музыкального вечера, на котором свои песни исполнили Сергей Шнуров, Николай Басков, Эдита Пьеха, а также Михаил Сергеевич спел свою знаменитую песню «Зеленоглазое такси», все гости перешли к праздничной трапезе, на которой жарили шашлыки и в умеренном количестве употребляли спиртные напитки. Несмотря на то, что Михаилу Боярскому лечащие врачи в связи с состоянием здоровья запретили употреблять спиртные напитки и курить, Михаил Сергеевич все же не удержался в свой праздник и нарушил рекомендации врачей, что и привело к трагическим последствиям. После окончания праздничного ужина некоторые гости отправились в баню, другие же продолжили застолье, а после разошлись по всем комнатам трехэтажной дачи Михаила Сергеевича, чтобы готовиться ко сну. Однако уже 2:30 ночи в дежурную службу пожарной части Санкт-Петербурга поступил срочный вызов, который сделали соседи Михаила Боярского по даче. По словам соседей народного артиста России, на даче Михаила Сергеевича произошел сильный пожар, который был виден за несколько километров до места происшествия. Уже позже стало известно, что причиной трагедии стали два роковых обстоятельства. По одной из версий, Михаил Сергеевич Боярский, который находился под воздействием алкогольных напитков, лег спать с непотушенной сигаретой, что и привело к трагедии. Однако существует и другая версия происшествия. В новой даче Михаила Сергеевича Боярского были не до конца устранены проблемы с проводкой. Пожарная служба Санкт-Петербурга работала на даче Михаила Боярского более 3 часов. К сожалению, все закончилось очень печально – происшествием с летальным исходом. Травмы разной степени получили Эдита Пьеха и Илона Броневицкая. К сожалению, погибли дети Елизаветы Боярской и ее супруга актера Максима Матвеева. Они находились на 3-м этаже дачи и не успели спастись в момент трагедии. Сам Михаил Сергеевич Боярский получил ожог правой руки и был доставлен в больницу Санкт-Петербурга. Следственный комитет Российской Федерации начал проверку трагического происшествия. Спасательные службы Новой Зеландии уже целую неделю ведут поиски семьи Ксении Собчак, театрального режиссера Константина Богомолова и самой Ксении Анатольевны, которые трагически пропали после крушения легкомоторного самолета в районе Тихого океана, которое произошло несколько дней назад. Отметим, что семья Ксении Собчак вместе с друзьями находились на отдыхе в Новой Зеландии и совершали путешествие на самолете. Трагедия произошла из-за плохой погоды. Уже официально известно, что в результате несчастья погиб родной брат Ксении Собчак, известный бизнесмен Александр Собчак.
У члена комитета народного артиста Российской Федерации Василия Ливанова сегодня рано утром во время срочной операции остановилось сердце. Василий Борисович находится на волоске от смерти, в критическом состоянии. На данный момент известный актер подключен к аппарату ИВЛ. Антикоррупционный комитет Никиты Михалкова и Министерство культуры оштрафовало певицу Кристину Орбакайте и ее музыкального директора на 400 тысяч рублей за попытку незаконной организации музыкальных концертов Кристины Орбакайте на территории Российской Федерации. К слову сказать, что Кристина Орбакайте очень сильно потеряла в деньгах после прекращения музыкальной деятельности на территории Российской Федерации. Теперь дочь Аллы Пугачевой вынуждена выступать в ресторанах, барах и летних кафе Соединенных Штатов Америки, что приносит гораздо более меньший доход. По данным прессы, финансовые доходы Кристины Орбакайте уменьшились на 80%. Работники Следственного комитета Российской Федерации обнаружили настоящий клад при обыске в особняке бывшего министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. На глубине 3 метров под землей было обнаружено несколько контейнеров, которые были наполнены слитками золота, драгоценными украшениями и старинными монетами. Помимо этого была обнаружена валюта в долларах и евро, по примерным подсчетам 10 миллионов долларов и 7 миллионов евро. К слову сказать, что на данный момент антикоррупционный комитет и Следственный комитет товарища Бастрыкина упорно работает над доказательствами, чтобы отправить Сергея Шойгу в СИЗО города Москвы за грубейшие правонарушения и измену родине. Известного певца Александра Серова сняли с борта самолета во время авиаперелета Москва-Уфа. Александр Николаевич направлялся на музыкальные гастроли, однако в середине полета заявил, что у него украли кошелек, где находилось 5 миллионов рублей. Александр Серов закатил колоссальный скандал и обвинил в происшествии рядом сидящих пассажиров и стюардессу. Однако позже оказалось, что Александр Николаевич во время перелета употреблял спиртные напитки и просто забыл, куда убрал кошелек с деньгами. За срыв полета и дебош против Александра Серова открыто административное дело. Александру Николаевичу грозит крупный денежный штраф в размере 1 миллиона рублей. После вчерашнего трагического события, которое произошло на поминках известного артиста Вячеслава Григорьевича Добрынина, композитор Игорь Крутой находится в критическом состоянии в реанимации Московской больницы. Лечащие врачи не строят радужных прогнозов. Состояние Игоря Крутого вызывает серьезные опасения. В эти дни в Москве проходят дни памяти легендарных советских и российских актеров Владимира Меньшова и Зиновия Герта. Владимиру Меньшову могло бы исполниться 84 года, а Зиновию Герту 108. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.